Здравствуйте, друзья! Я долго думала, что будем смотреть сегодня. И мне кажется, всем все-таки интересно наше будущее, мировая ситуация. И я уже смотрела 10 лет, но хочу еще посмотреть 5 лет. 20-30. Что будет? Мне сама это интересно на самом деле. Что будет? Время летит быстро. И будем посмотреть, будет ли какие-то опасности, что-то меняется, будет легче у нас жить или нет. Я даже думаю, я возьму вот эти старые карты. Они уже у меня почти 10 лет. Там видно, они такие старенькие уже. А тут мои новые карты. Я их тоже использую. И они скоро будут еще на русском языке. Вы можете тоже себе их купить. Мне они нравятся, потому что вот, если эти вот первые карты Таро, которые я писала, это был мой первый опыт. Тут уже, мне кажется, более точности. Я просто поняла, что тут не хватает. И добавила. Это лучший вариант, я считаю. И мне нравится, что они такие яркие, не такие печальные, как обычно карты Таро. Я даже не называю их карты Таро, они больше как взгляд на будущее или советники. Потому что ничего точного, ну, скажем так, 100% в жизни нету. Может быть, 80, 85, но никогда не 100. Все-таки взяла эти карты и посмотрим. Я вообще начинаю от мировая ситуация. Какой энергии будет в нашем мире 2030? Кстати, очень интересно. Первый карта это Мытеют. Это означает силь мысли. Значит, эта карта говорит, что если мы начинаем постоянно боиться, если мы боимся все время, начинаем думать о негатив, тогда мы притягиваем это. Мы сами... Эта карта хочет тебе сказать, что мы сами можем мир менять. И лучшую сторону, и худшую сторону. Очень много зависит от нас. И одну сторону это боль, и вторую сторону это вера. Вот как интересно. Все-таки для меня это говорит о том, что даже если будет ситуация, которая не очень позитивная, если мы продолжаем верить, я не говорю, что надо идти в церковь. Я говорю, верить в себе. Тогда что-то может измениться. Если мы пойдем на сторону боль и будем постоянно думать о негативе, она хуже пойдет. Мне кажется, люди не понимают, сколько наши мысли могут менять мир. Вот. И тут миллионы людей, миллиарды людей. Если большинство думает о негативе, значит, мы это и притягиваем в этот мир. Если большинство вы начали верить в себе, я не говорю тут Бога, а в себе в первую очередь, и опасен позитив, тогда что-то меняется. В физическом плане наш мир чудо. Это как странно. И опять вот эти карты очень похожи. И вот это говорит о молитве. Что, мне кажется, все-таки какая-то опасность будет, потому что тут очень много... Люди обычно начинают верить
Богу или высшего сила, когда что-то в жизни происходит. Например, когда в самолете какой-то опасности, все начинают молиться сразу, даже если они там не верят Богу. Кто-то умирает, они начинают верить. Они что-то теряют в жизни, но они начинают верить. Вот кажется, может быть, этого нету. Но в физическом плане я не вижу прямо такого опасности, что будет какие-то огромные войны или там очень большие опасности в здоровье людей. А мне кажется, больше она будет тут у людей, в психологическом плане. Больше будет люди ругаться, больше будет люди, разводы будет больше. Люди не верят в себе уже. Стресс больше вижу. Значит, наша жизнь в психологическом плане меняется. Но что-то в мире все-таки еще меняется, потому что тут Хинкя Сукулана это говорит о духовности, говорит о своя половина, что даже когда появятся такие трудности, в жизни все-таки чудо бывает. И ты должна этого замечать. И не забывать про людей, которые у тебя рядом с тобой. Мне кажется, 20-30 очень многие найдут себе вот это что-то настоящего. Мне кажется, это еще, несмотря на боль в психологическом плане, очень многие найдут себе свою половину, вот того, который очень редко в жизни бывает. Я всегда скажу, что обычно, вот это мой опыт, как, рабочий опыт, скажем так, 97% живут вместе от привычки, от комфортного зоны. И только 3% живут по-настоящему. Душа с душой. Люди не хотят думать об этом, потому что они едут на работе, с детьми заняты все время, работают. И некогда думать даже и спросить от себя такие вопросы. Я счастлива или нет? Как интересно. В денежном плане. Измени. Но тут говорит, что в денежном плане будет мировая ситуация хуже. Если мы думаем, что цены не растут, и где-то будет уже спокойно, и может быть даже стабильность, говорит, этого не будет. И говорит, что время у нас для этого мало. Поэтому, если вы хотите, например, что-то купить, например, квартиру, домик устроить, делайте это до 2030 года. Потому что потом это будет как-то нереально уже купить. Вот эта карта, это мутус, это говорит о изменении. Очень многие люди даже не могут уже позволить себе жилье. Они не могут, даже очень многие будут продавать жилье, чтобы выжить как-нибудь. И говорит, охт, это опасность. В этом в деньгами есть какая-то опасность. Посмотрим дальше. Но тут еще карта союз. Что-то разрушится, что-то. Вот. Мне кажется, тут, если мы смотрим деньги, мы смотрим как союз и опасность, это наоборот говорит, что все денежные системы, которые у нас сейчас работают, они 30-го года уже не будет работать. Что-то меняется в этом. То ли они, посмотрю, они убирают, это называется, по-моему, личные деньги. Ага. Это личные деньги. Да. И тут опять опасность, и это говорит, что, наверное, 30-го года они деньги убирают. И тогда будет все через карточку. А если это через карточку, это покажет, что будет full контроль. Они могут контролировать все. Что мы покупаем, где мы тратим деньги, это будет контроль полностью. И мне кажется, когда вот они этот шаг делают, тогда они умеют нас
люди, контролировать тоже побольше, потому что это привязка, это как называется привязка, чтобы связывать и контролировать люди. Можем ли мы это изменить как-нибудь? И как деньги, представляете? Комет. Но это и говорит, что все надо делать сейчас, в течение 5 лет. Я вам советую работать много, пока есть сила, энергии, укладывать какие-то деньги, купить золото. Золото всегда советую купить. Золото, квартиры. И как Илон Маск сказал, купите землю. Потому что машины, вот очень, я замечала, что очень много купить себе там машинки и все. Ты выходишь с этими машинами, и через там 5 лет у него стоимость уже не так. А землю, его больше не появится в этом мире. Как есть, так и есть. Землю купите. Неважно где, хоть где-то. Интересно. 5 лет. 5 лет. Я смотрю, какие карты. Евросоюз. Через 5 лет. И не буду каждую страну отдельно посмотреть, просто на Евросоюз посмотрю. Евросоюз, будет ли она стоит еще, и какое изменение там будет. Евросоюз. Нет, там изменений не будет. Там они даже какие-то новые страны возьмут как-то к себе. Там добавится еще какие-то страны. А это все из-за деньги. Там они что-то придумают, какой-то общий систем. Но я понимаю, у нас общие деньги уже как-то, евро почти весь, ну, почти везде в Евросоюзе. Но они еще что-то придумают. Мне кажется, это будет как-то какой-то общий систем здоровья. Вот сейчас, ну, в каждой стране там свои системы. У нас в Эстонии, например, там страховка здоровья, это 19 лет, ну, бесплатно. После этого ты пойдешь на работе, и ты начнешь оплачивать каждый месяц какие-то деньги, зависит, сколько ты заработаешь. А тут они хотят какой-то общий систем. С детьми какой-то общий систем и в общем здоровьем. Что меняется. Мне кажется, что не будет такого хорошего системы, как у нас сейчас, а будет как в Штаты. У нас в Штаты, конечно, очень плохой вот этот систем. Разные компании теперь тогда эту страховку продает. В зависимости тогда, сколько ты заработаешь. И мне кажется, вот она похожа будет. Как там? Деньги. Деньги у вас всегда будет. С деньгами я там проблемы не вижу. Вообще никакие. Здоровые люди. Но почему-то я вижу, что люди сами недовольны. Как 2030 года люди недовольны, и люди даже уходят отсюда или хотят уходить отсюда. И многие, которые делали свой бизнес, они как-то не могут этого держать уже. Они очень много бизнеса закрывают. Люди в стрессе. Почему они в стрессе? И говорят, что больше в стрессе будет мужчина. И молодые мужчины. Мне кажется, что-то... Мне кажется, это связано опять с войной. Они что-то там придумают, какие-то другие системы. Есть ли у нас опасность в Евросоюз? Нет, Хартсила. НАТО никуда не уходит. Все очень часто спрашивают, там, Америка уходит из НАТО, или будем ли мы все вместе еще, будет ли держаться этот союз? Этот союз никуда не уходит. Наоборот, крепчет, она крепче будет. И кто-то еще там будет, какая-то страна, сильная страна, кстати. Но у меня ощущение, что это какая-то теплая страна.
Поэтому в Евросоюзе там все нормально. Кроме стресса, конечно. И никакие там серьезные болячки. Просто в психологическом плане покажут постоянно, что проблемы как-то в психологическом плане. Мне кажется, все люди уже устали от войны, люди устали от вот этой... вот этот образ жизни у нас так дорого сейчас, все очень... Еда дорого, все дорого сейчас. И люди просто устали. Посмотрим Штаты. Что будет через 5 лет в Штатах? Там сейчас, конечно, не очень хорошо. Я так хочу. Здоровые люди. Нет, люди там нормально себя чувствуют. И там в психологическом плане и физическом плане у них улучшится, кстати. Там тоже по здоровью какое-то изменение будет. Трамп там что-то делает. А с деньгами говорят, что будет плохо. Там даже какой-то внутренняя война могут начинать. У меня ощущение, что это с Тексасом что-то. Они как будто, у меня ощущение, хотят уходить вот от общего системы. Они хотят отдельно все сделать. Получится? Не знаю, почему не пришло в голову Тексас. Получится? Говорит, да. И это будет хорошая идея. Мне кажется, они, вот эти штаты, они начинают как-то все быть больше как-то отдельно. Начинает ли Трамп или там новый президент, который появится скоро, какую-то войну? Будет ли там 30-го года какая-то война? Будет ли они начинать? Нет. А тут вот этот карт Вуду говорит, что они прямо как-то не начинают, но они могут участвовать в этом. Но так, что они бы думали, сказали, вот мы тут это начинаем, я этого 30-го года не вижу. И тут даже карты говорят, что им это не надо. Будет ли Штаты вообще-то в опасности? Нет. Говорит, там можно более-менее как-то все-таки спокойно жить. Посмотрим тогда, как будет жить Украина 30-го года. Там же тоже очень много сложностей сейчас, непонятностей. Я уже в какое-то видео там сказала, что эта война в любом случае заканчивается. Я думаю, 27-го года сказала. Но все-таки у меня предчувствие, что 32-го года что-то опять начинается. Что мы не можем просто так спокойно жить теперь. Украина. Вот четко чувствую, что я хочу вот отсюда выбирать. Тервис. Йохт. Но я не вижу, что Украина будет 30-го года в Евросоюзе или где-то. А наоборот говорит, что они будут стоять отдельно от всего. Значит, они не будут как один с Россией тоже. Они все-таки будут отдельно. Но у меня вот эта карта все-таки говорит, что там какой-то помощи уже 30-го года не будет. Если вот раньше все страны хотели помочь, там высылали деньги, там устроили снова, тут говорят, что эта помощь не будет, они уже отдельно все делают сами. Но все-таки изменений там много, потому что очень многие люди, которые ушли, они уже не вернутся. Мне кажется, люди не хотят вернуться уже. Даже если там война уже нету, они не хотят вернуться. И говорят особенно о женщинах. Там какой-то неровность будет между людьми. Что даже у каждого не хватает в будущем даже партнера. Там очень много ушли. Там какой-то очень сильный, так как-то между людьми будет дисбаланс.
Будет ли это время там война? Нет, это время там война я не вижу. Это время война не вижу. И я вижу все-таки, что люди будут там жить. Люди будут там жить. Ну, какой-то потеря там еще будет. Мне кажется, вот следующий год, вот это самый опасный год, и разрушится прямо все. И там вот эти патриоты, которые там любят свою страну, они там, но она не будет такая, как раньше. И они не устроят так, не успевают устроить так много, как они хотят. Там какой-то то ли тупик будет, или какой-то стопор будет на этого. Если там люди думали, что мы вернемся, и там будет быстро устроиться там дороги или новые там домики, я вообще это не вижу 30-го года. Но там это время покажет мир. Вот так. Давай я возьму отсюда экстра карту. Посмотрим, что надо знать про Украину 30-го года. Просто как совет. Что там надо знать? Зима. Знания. Типа этот зима будет все ясно. Что все, что будет происходить, вот эти самые огромные изменения, это будет именно происходить в зиму или зима. Окей. Россия. 30-го года. Россия 30-го года. Сейчас посмотрим. Как будет люди жить, как будет там политика, как будет там с деньгами. В первую очередь я хочу посмотреть общая энергетика. Тоже говорит, что очень много людей уходит. Очень много будет как-то поменять место жительства. Я не говорю, что они уходят прямо из России, но как-то какое-то изменение, какой-то перемен будет. Очень много людей будет менять место жительства. Мне кажется, они как-то начинают искать лучшую жизнь. Те, которые, может быть, жили в деревне, они хотят теперь в городе. Мне кажется, людям не хватает деньги. Давай посмотрим в денежном плане. Ну да, тут много стресса. Но говорит, что когда человек делает, что человек любит, тогда всегда будет деньги. Значит, если сейчас думать об этом, и вы, например, работаете, где вы не хотите, и вы уже недовольны, и чувствуете, что это не мое, но мне придется это сделать, потому что мне надо заработать деньги. У тебя есть 5 лет, что это изменит. Потому что хорошо будет только у тех, которые любят свою работу. Они от сердца это делают. Вот я смотрю эти карты, и я понимаю, что начинается вообще-то другие системы. Люди будут более... Вот там начинают как-то даже законы менять. Я не говорю там все, что мы видим, вот все, что мы чувствуем в этом плане. Экстрасенсорном плане что-то меняется. И те люди, которые не живут по сердцу, то ли их убирают, и либо у них будет очень тяжело. Значит, 30-го года люди должны жить по сердцу и делать только того, что они хотят. Не как правильно, а как они хотят. Потому что любой человек может тебе сказать, а я чувствую, что это неправильно, а я чувствую, что надо так. Мы не смотрим вот эти системы, а как ты сама хочешь. От сердца. Потому что я это видела в Штатах, я тут сейчас это вижу. Очень часто, кстати, люди же спрашивают от меня, вот у нас есть своя дата в голове, сколько мы будем там жить? Есть ли у нас такая дата? Я вижу эту дату. Но эта дата можно изменить.
И ты можешь, если ты живешь от сердца, ты можешь жить так же, как тебе положено. А если ты не живешь по сердцу и делаешь, может быть, как правильно, или как должна сделать, или как система тебе скажет, или ты должна быть на этой работе, потому что тебе деньги надо, ты можешь меньше жить, потому что ты не пойдешь по свою дорогу. Я видела много людей, которые ушли раньше, кстати, потому что они не жили от сердца. И я видела люди, которые жили дольше, потому что они начали жить от сердца, и у них появились даже как-то открыли новые дороги. Думайте об этом. Что-то меняется. Но 5 лет есть время. 5 лет. Здоровые люди. Какой-то потеря будет. Тут военный карт. И какой-то, мне кажется, в России 30-го года участвует еще в каком-то войне. Где-то еще. Я вижу, что солдаты где-то тоже пойдут. Где-то тоже начнется какая-то война. Я не вижу, что она будет такая огромная, но где-то она еще будет, потому что тут говорит, что будет потеря мужчин, потеря солдат огромная. И не по-честному. Значит, Россия эта война не начинает, но они как будто кого-то помогут. Но у них будет потеря. И если даже мы смотрим, например, мировая карта, и тут у нас Россию, и мне говорят, что где-то внизу это будет. Где будет вот эта проблема. Внизу от, я не знаю, вы даже понимаете, как я пытаюсь объяснить. Внизу от России. Не наверху, не налево, не направо, а внизу прямо. Я даже не знаю, какие страны там есть. Монголия, что там еще есть. Смотрите сами, короче, от карты. И что надо знать? Опять говорит, что замечайте люди, которые рядом с вами, вы только можете помочь друг другу. И даже можете, как этот карту общим энергиям читать. Мужчина и 2 женщины. Как ты это читаешь, так кто там? Если это общая энергетика. Вот теперь вы видите, как я пытаюсь понять карты. Мне кажется, это как будто план 2, план Б. У тебя не должен быть только вот один видение в голове, как ты живешь. Держи еще план Б. Если я сейчас живу так, окей, хорошо, я довольна. Но если вдруг что-то изменится, вот у меня в голове вот план Б. Вот так я почитала это. И говорит тоже о золоте. Вот у тех, что, мне кажется, поднимается очень сильно цена у золота. Если вот тех, которые думали об этом и купили, у них будет очень хорошо. Буду купить. Китай. Китай будет очень сильная страна. Вот я в прошлом тоже сказала, что в Китае будет очень много силы, очень много энергии. И даже советую вам этот язык учить. Она будет один из самых сильных стран в мире. И с ними надо дружить. С Китаем вообще проблем не вижу. И в общем смотрим. Есть ли опасность на миру в физическом плане? Вы же знаете, там иногда там летают какие-то кометы, и там они говорят, ой, так близко там все пошло. Будет ли типа такого? Нет. Никакой опасности нету. Но хоть до 30-го нет. Потому что эта карта говорит, короткая победа. Значит, какая-то опасность будет, но не 30-го года. Видим ли мы НЛО до 30-го года? Нет, не... Хотела плохо снова сказать. Не видим.
Будет ли опасности с самолетом? Я же этот код предупредила, что очень многие самолеты падают. И этот код реально, падает очень много. И вертолеты, и самолеты. А говорит нет. Постоянно я это вижу, вот какой-то опасность на дети. Я своими близкими давно говорила, что наши детей еще будет хорошо, но их детей будет трудно. Я даже не советую им рожать, потому что им будет трудно. Что-то меняется. То ли какие-то полячки будет, или те, которые вот эти прививки себе делали. Я не против прививки, а против прививки COVID. И даже возможно, что от этого люди начали болеть больше. И мы же не знаем, какие дети оттуда рождаются. И какие-то полячки. Потому что очень многие, которые болели и либо делали себе этот укол, болели. Я знаю, у меня очень много там знакомые, которые болели, например, раком сразу после этого. Странно. Я понимаю, нельзя об этом говорить, это типа неправильная информация, но это слишком много. Люди же приходят ко мне, мне говорят. У меня есть своя статистика. Будет ли еще как COVID? Будет ли они придумывать что-то похожего на COVID? Нет, 30-го года это не будет. Как животные 30-го года живут по всему миру? Нет, там тоже опасности нету на них. Или вот у нас же был вот этот флу на английском. Как флу на русском? Грипп, по-моему, да? Там были свинский грипп, или как это называется, да? Что я просто хотела посмотреть, будет ли у нас такой типа от птицы или там животных. Нет. Что наши детьми? Но не говорят мне, я не понимаю. У женщины начинают какие-то проблемы с гормонами. То ли они не могут забеременеть, или будет рожать очень много больные дети. Поэтому смотрите, что вы кушаете, что не было бы так много стресса. И не делайте себе так много уколов. Думайте, для чего у нас дано иммун-систем. Я не говорю, что от всего надо отказаться. Может быть, все не надо. Кстати, если у вас есть партнер, и вы думаете когда-то рожать, делайте это. И в любом случае это у вас в планах есть. Делайте это до 30-го года. Что-то там меняется. Наша вода. Будет там опасность в воде? Или может они там капают что-то сами? Нет, там все чисто. Ничего прямо такого страшного я не вижу. Дома вот эти дети. Слава богу, они у меня уже есть. Это время они будут уже достаточно большие. Живите мирно, живите спокойно, любите, живите, и все будет хорошо, если вы это принимаете в голове.